Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить лазанью с фаршем. У меня фарш из телятины. Вы можете использовать любой мясной фарш по вашему вкусу. Готовлю соус бешамель. На сковороду кладу 100 грамм сливочного масла. В растопленное масло добавляю 80 грамм пшеничной муки. Перемешиваю, чтобы не было комочков, и готовлю на медленном огне до золотистости муки. Добавляю 800 мл теплого молока. Молоко вливаю тонкой струйкой и перемешиваю. Лопатку меняю на венчик и перемешиваю до растворения комочков муки. Достаточно дать соусу закипеть и выключить плиту. Я отвлеклась, и в итоге соус у меня получился очень густым. Добавляю пол чайной ложки молотого мускатного ореха и солю по вкусу. Перемешиваю до однородности. Готовый соус перекладываю в миску. Готовлю фарш. Соусом болоньезе он не является, так как вино я не добавляю. На сковороде растапливаю 75 грамм сливочного масла. Добавляю нарезанный кубиком лук. Вес лука 130 грамм. И обжариваю до полупрозрачности. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю одну натертую морковь. Вес моей моркови 60 грамм. И готовлю до золотистости моркови. Примерно 2 минуты. Добавляю 880 грамм фарша. У меня фарш из телятины. Его много, так как мои мужчины любят, когда в лазанье много мяса. Вы можете взять 500-600 грамм. Этого будет достаточно. Готовлю, перемешивая, пока фарш не поджарится и станет рассыпчатым. Солю по вкусу. Добавляю 1 чайную ложку черного молотого перца. Перемешиваю и добавляю 120 грамм томатной пасты и 100 грамм томатного соуса по вкусу. Хорошо перемешиваю. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Томатный соус у меня густой, и фарш получается сухим. Поэтому добавляю 4 столовые ложки оливкового масла. Можно добавить томатный сок или свежие помидоры. У меня сейчас нет ни того, ни другого. Готовлю примерно 10 минут, периодически перемешивая. Фарш все равно сухой. Добавляю немного воды, примерно 100 мл. Перемешиваю и выключаю плиту. Производитель листов лазаньи рекомендует их перед запеканием слегка отварить. Воду немного солю, жду, когда она закипит, и опускаю 15 готовых листов лазаньи. Вес листов 240 грамм. Варю примерно 3-4 минуты. И вынимаю листы из воды.
Форму для запекания я смазала сливочным маслом. Кладу 2 столовые ложки соуса бешамель и распределяю по форме. Соус получился очень густым. Сверху кладу 3 листа лазаньи. На листы 1/4 часть фарша и распределяю равномерно по слою. Кладу 3 столовые ложки соуса бешамель и разравниваю. Теперь слой тертого сыра. У меня смесь сыра моцарелла и голландского сыра. Общий вес сыра 230 грамм. Кладу примерно 1/5 часть сыра. Сверху снова 3 листа лазаньи. Фарш, соус бешамель и сыр. В общем, укладываю слои, пока не закончится фарш. Перед укладкой последнего 5-го слоя наливаю примерно 7 столовых ложек воды, в которой варились листы лазаньи, так как соус бешамель у меня густой и фарш суховат. Пятый слой – это 3 листа лазаньи, остатки соуса бешамель и оставшийся сыр. Запекаю в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 минут в режиме вверх-вниз на среднем уровне. Готовой лазанье даю настояться 10 минут и нарезаю на порции. Вот одна порция лазаньи. Я украсила ее несколькими листиками петрушки. Листы лазаньи отлично приготовились. Блюдо получилось вкусным и сытным, с большим количеством мяса, так как любят мои мужчины. Как я уже говорила, фарш для лазаньи можно использовать любой, по вашему вкусу. И на мой вкус его лучше взять меньше. Рецепт очень простой. Готовится лазанья достаточно быстро. Мои мужчины любят подобные запеканки и лазанью едят с удовольствием. Рекомендую вам приготовить лазанью с фаршем и соусом бешамель. Она вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!